Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале «Делаем вместе своими руками». Я давно мечтала сплести вот такой поднос. Уютный, стильный, для подачи ароматного кофе или чая с домашним печеньем. Поэтому сегодня мы с вами сплетем овальный поднос с деревянными ручками, который украсит собой любую кухню. Основанием для этого подноса послужит форма для запекания. Мы выбрали большую стеклянную овальную форму, которой много раз пользовались для запекания продуктов в духовке. Именно такой формы я хочу получить поднос. И сейчас мы начнем с вами плести овальное дно. Для работы нам сейчас понадобится 19 нарощенных трубочек, каждая из которых состоит из двух более коротких. Для того, чтобы из двух коротких трубочек сделать одну длинную, мы будем использовать простое наращивание. Заминаем край одной трубочки и в более широкое отверстие другой мы добавляем капельку клея. Я обязательно наращиваю на клей, иначе трубочки при нагрузке смогут выпасть в самый неподходящий момент и испортить все плетение. Как видите, если все сделать аккуратно, то место наращивания практически незаметно. Так вот, таких трубочек мне сегодня понадобится 19 штук. Уже длинные трубочки я складываю в пучки, по 3 трубочки в каждой. Вот вы их видите сейчас перед собой. Это будут стойки, которые будут у нас, по которым располагаться будет длинная часть нашего плетеного подноса. Кроме этого, для нашего будущего дна нам нужны еще поперечные стойки. Это будут тоже нарощенные трубочки, но их я буду использовать в пучок по 2 трубочки. Сейчас нам нужно определиться с центром, условно, ну вот допустим, это здесь. И дальше я буду заводить трубочки. 2 трубочки пучок под 3. То есть верхняя часть трубочек над 3 прутиками лежит. Серединку мы придавливаем и нижняя тоже над. Сейчас мы еще один пучок из 2 трубочек мы заводим наоборот. Под верхний, под нижний и над средним пучком. Теперь наша задача снова повторить пучок из 2 трубочек. Заводим только под средние. Желаемое расстояние между пучками зависит от того, какого плетения корзину вы хотите потом получить. В нашем случае будет достаточно 2,5-3 сантиметра. И точно так же мы теперь заводим с противоположной стороны. Стараемся выровнять трубочки, чтобы сверху и снизу была одинаковая длина. Сейчас, конечно, трубочки у нас в подвижном состоянии, но когда мы проплетем хотя бы один ряд, плетение будет их надежно удерживать. И добавляем нашу 5-ю пару. Как видите, легкая имитация плетения у нас уже получилась. Напоминаю сразу, что трубочки, которыми мы выкладываем стойки, должны быть сухими и твердыми. А вот трубочки, которыми мы будем плести, рабочие, они должны быть подготовлены заранее, то есть хотя бы увлажнены, для того, чтобы трубочки были гибкими, пластичными и не давали залом. Простым наращиванием мы тоже соединяем 2 рабочие трубочки, которыми мы сейчас будем плести. Делаем петельку, заводим эту петельку за верхние 3 трубочки и начинаем оплетать наши стойки простой косичкой. Верхняя трубочка у нас заходит вниз за стоечки, нижняя обходит их сверху. И каждый раз меняемся. Вот мы опять верхнюю заводим под стойки, оплетаем все наши стоечки, расправляем их, не даем далеко убегать. Но сейчас еще можно их немножко поправить. После 2 рядов оплетенных будет практически их с места уже сдвинуть невозможно. Теперь оплетаем боковые стоечки. Сразу 3 вместе. Теперь 3 средние. И после наращивания я буду оплетать 3 нижние. Вот теперь они мне с этой стороны.
у меня наращивание. Так, и мы продолжаем плести. Вот мы дошли до 3 наших стоечек. Плетаем сразу пучок из 3 и переходим к парочкам. Чтобы было удобно, можно поворачивать плетение. Главное, чтобы вашим рукам это было как бы комфортно. Стараемся, чтобы расстояние было ровное между пучками. И выходим к 3 боковым. Сразу хочу сказать, у нас не случайно их больше, так как они потом будут у нас выходить на закругление овального дна, и они нам очень пригодятся в этом количестве. Как вы видите, мы полностью проплели первый ряд. Разворачиваем плетение и переходим ко 2 ряду. Продолжаем плести. Обычная веревочка очень быстро собирает все наши трубочки. Мы прошли 2 ряда. Выходим на 3 ряд. Вот как видите, 3 петельки сверху как раз нам об этом и говорят. И потихонечку прибавляется длина и ширина нашего подноса. Так, мы с вами переходим на 4 ряд. И сейчас наступает самое время разъединять наши трубочки, которые у нас троечками. Проплетаем каждую из них отдельно, для того, чтобы дальше в процессе плетения мы выходили на закругленный конец. Трубочки должны для этого быть очень гибкими и при этом плотными. Сухими трубочками так проплести будет очень сложно. Вот как видите, вместо пучков у нас одинарные трубочки. И пары мы тоже разъединяем. И проплетаем все трубочки по одной. Не волнуйтесь, что сейчас они перекрещиваются. После нескольких рядочков они будут правильно располагаться и держать хорошо форму. С этой стороны делаем то же самое. Проплетаем каждую трубочку из тройки по отдельности. И теперь точно так же разъединяем верхние пары. Вот мы все трубочки разъединили, и теперь будем проплетать каждую отдельно. Это очень уютное, очень приятное занятие. Смотреть, как у тебя на глазах из обыкновенных бумажных трубочек рождается какой-то интересный и полезный предмет. Также на основе овального дна можно сплести очень много полезных вещиц, таких как хлебница, например. Или просто овальная корзинка. Можем примерить сейчас на уже нашу существующую заготовку наше дно. Для того, чтобы понять, сколько еще нам плести нужно. Ну вот буквально я предполагаю, что с каждой стороны хотя бы 4 рядочка мы еще проплетем. Потом уже будем выходить на поднимание стоечек. Давайте вместе посчитаем наши ряды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прикладываем форму, примеряем и радуемся тому, что нам осталось совсем немного, буквально еще один рядочек для завершения нашего дна. Мы плетем 12 ряд. Ну и заодно мы можем сейчас приложить нашу форму, чтобы убедиться, что дно практически с ней уже совпадает. Мне нужно, чтобы оно слегка выступало от формы, для того, чтобы мне удобно было поднимать трубочки, которые будут уже бортиками нашего подноса. Ну все, вот эту трубочку мы объявляем сигнальной, делаем на ней залом, чтобы точно знать, что с этого места мы отсчитываем ряды, которые у нас будут проходить при поднятии вверх. Первый ряд мы можем еще без формы поднимать.
Делается это очень просто. Просто вверх поднимаем трубочку и оплетаем ее рабочими. Трубочка, которая у нас была внутри, выходит наружу. Трубочка, которая была снаружи, выходит внутрь. Вот так же они обхватывают. Надеюсь, что вам заметно, как я это делаю. И вот так вот я просто рабочими трубочками сразу же их устанавливаю в новое положение. Конечно, одним рядочком их не удержать. Мне понадобится хотя бы 3 ряда для того, чтобы они уже надежно стояли. Ну и, конечно, дальше будет нужна форма. Надеюсь, что вам видно. Вот я его сбоку поверну. У нас должно быть плотное плетение. Итак, мы поднимаем каждую трубочку. Итак, мы подняли наши стоечки, видите, да? Вот форма, она у нас хорошо, гармонично вписывается. Я хочу показать еще, если такая будет техническая возможность, видите, боковинки. Надеюсь, видно. Больших зазоров у нас тоже нет. И все, теперь мы с этого момента, вот дошли до сигнальной трубочки, мы начинаем плести наши бортики. Бортики мы будем плести точно так же, как первый ряд, но уже с учетом формы. Стоечки должны эту форму повторять. И единственной моей самой главной целью будет стараться соблюдать между ними примерно одинаковое расстояние. Вот начинаем работать. Так как у нас тяжелая форма, теперь мне нужно защитить нижнюю часть плетенки. Я выберу специальную ткань, на которой мне будет удобно плетенку вращать. Для защиты нижней поверхности плетенки я использую вискозную салфеточку, какие продаются в каждом хозяйственном магазине. Они мягкие, прочные, удобные для вращения. И продолжаю плести боковые бортики, расправляя стоечки, так, чтобы они огибали нашу форму. Высоту бортиков мы планируем около 5 сантиметров. Это примерно 8 рядочков и загибка. Благодаря тому, что форма прозрачная, мне хорошо видно не только внешнюю сторону плетения, но и внутреннюю тоже. Поэтому укладывать трубочки по этой форме удобно. И плетение проходит, в общем-то, очень быстро и легко. Можно уже вытащить форму и посмотреть, что у нас получается. По сигнальной трубочке у нас проплетено уже 3 ряда. Видно, что небольшой бортик у нас уже появляется. Вот он есть. Но так как форма у нас плавно поднимается вверх, то и стоечки наши, они полностью эту форму повторяют. Вот так выглядит наше плетение сбоку. Вот видите, да, рядочек с рядочком. Мы проплели бортики высотой 4,5 сантиметра. Теперь можем вытащить нашу форму. И вот теперь мы готовы к тому, чтобы спрятать в плетение наши рабочие трубочки, срезать и переходить уже к загибке. Вот сейчас мы этим займемся. Прячем наши кончики в плетение. Можно кончиком ножниц, можно такой же, как у меня, лопаточкой для маникюра. Обрезаем рабочую трубочку, готовим для нее место в луночке и аккуратненько заправляем ее. Теперь мы переходим к загибке. Раз у нас уже есть сигнальная трубочка, она для нас и будет началом нашего движения. Мы заводим ее за соседнюю и опускаем вниз. И так мы проходим весь ряд. Заводим и опускаем. Следующую заводим и опускаем. И так мы проходим весь круг, пока все трубочки у нас не окажутся внизу. Трубочки у нас очень короткие, но зато хочу похвастаться, да, мы ни разу не наращивали стоечки за время плетения. Поэтому плели быстро. И все потому, что мы сразу начинали из длинных стоек. Так, и вот у нас осталась последняя трубочка.
мы обратно вытаскиваем предыдущую петельку, заводим ее вниз и затягиваем петельку. Все, у нас круг замкнулся. Ну, все трубочки у нас торчат наружу. Наша задача их завести внутрь плетения. Поэтому мы хвостик заводим в соседнюю петельку. И также мы проступаем не в эту же, в свою собственную, да, а в соседнюю петельку. Подтягиваем. Они будут на первых парах пытаться вылезти, но это ничего. Просто подтягиваем обратно и закрепляем в этом положении. Эта загибка сама себя удерживает великолепно. Дважды проплели, они оказываются внутри у нас, да, вот видно. Вот у нас петелька, заводим, вытаскиваем. Ну вот мы можем посмотреть, у нас все наши трубочки оказались внутри. Вот так выглядит наша корзинка с изнанки. Все, теперь мы заправляем кончики, подрезаем и заправляем. Приступаем к работе. Коротенькие кончики уже готовы к тому, чтобы их заправить. Тут уже даже беспокоиться не о чем. А длинные кончики лучше подрезать, конечно. Подрезаем их все по кругу. И теперь нам остается только одно. Спрятать наши кончики в плетение. Для этого мы приподнимаем наше плетение и просто заводим кончик в плетение. Подрезаем, если чувствуем, что у нас лишняя длина. На глубину хотя бы 2 рядочков заправить все-таки нужно, чтобы плетение удерживало надежно наш кончик. И было непонятно вообще, откуда оно началось, где оно закончилось. Вот мы и заправили все наши кончики в плетение. Это была кропотливая, но несложная работа. А сейчас мы с вами обратно вернем поднос на форму. Для того, чтобы загрунтовать его клеем ПВА с обратной стороны. После чего наш поднос станет твердым, плотным, настоящим и сохранит свою форму. А как прикрепить к нашему подносу вот эти замечательные ручки, вам расскажет Андрей. После того, как наша заготовка просохла, чтобы она стала подносом, ей нужно сделать ручки. Одну ручку я уже сделал. Теперь также сделаю вторую ручку из круглого профиля 20 на 2200 мм. Этот профиль продается практически в любом строительном магазине. Мы отпилили от профиля кусочек 12 см и проточили 2 паза по кругу. Напильником, можно и ножовкой. Для того, чтобы трубочки попали в паз и зафиксировали ручку, и она не выскальзывала из петелек. И потом покрываем нашу ручку той же морилкой, которой до этого покрывали трубочки, чтобы они были одного цвета примерно. И теперь, чтобы прикрепить ручки к подносу, мы усиливаем трубочки вот такой проволокой. У нас это вязальная проволока цинкованная 0,8 мм в мотке. Такую проволоку тоже можно купить в строительном магазине. Это вязальная проволока для арматуры. Для того, чтобы усилить трубочку, мы берем трубочку и просовываем сквозь нее проволоку. Проволока прошла сквозь одну трубочку. Просовываем ее сквозь вторую. Длины 2 трубочек как раз хватит для того, чтобы закрепить одну ручку. Вот мы просунули проволоку сквозь 2 трубочки, и у нас остался зазор между ними. Берем клей и склеиваем 2 трубочки между собой. И лишнюю проволоку откусываем плоскогубцами или пассатижами. И вот у нас получилась такая длинная трубочка с проволокой внутри. Теперь нам нужно определиться, куда крепить ручку. Ориентируемся по центральному пучку и смотрим, где выходят эти 3 трубочки. Крайние трубочки пучка должны примерно совпадать с пазами на будущей ручке. Теперь нам нужно определить место, куда мы будем крепить ручку. Нам нужно от загибки отступить не меньше 2 рядов, чтобы надежно закрепить нашу ручку. Теперь отмеряем хвостик. Хвостик будет около 10 сантиметров.
Отмерили это расстояние, наматываем трубочку на ручку и делаем скрутку. Теперь следующая задача – эту трубочку просунуть в плетение. Отступаем 2 ряда от загибки, делаем отверстие и вставляем трубочку с проволокой. Следующий параметр, который нам нужно соблюсти, это расстояние между ручкой и подносом. У нас это 3 витка на одной ручке, значит и на другой их тоже должно быть 3. А это расстояние где-то 1,5 сантиметра. Это расстояние нужно обязательно соблюдать, чтобы ручки были симметричными. Мы сгибаем трубочку с проволокой, и теперь наша задача заправить ее обратно в плетение. Предварительно мы увеличиваем лунку, чтобы нам было удобнее это сделать. Этот конец трубочки мы прячем. Теперь нам нужно просунуть в плетение другой конец трубочки. Увеличиваем зазор и продеваем трубочку. А теперь аккуратно наматываем трубочку на ручку рядом с трубочкой. И теперь делаем 3 витка вокруг трубочек, закрывая тем самым скрутку и трубочку, которую заправили в плетение. Теперь и этот хвостик мы откусываем, делаем лунку побольше и заправляем ее в плетение. Хоть вязальная проволока и так очень мягкая, но хвостик заводить удобнее с помощью утконосов или плоскогубцев. Заводим хвостик и заправляем его инструментом. Ну вот, одну сторону ручки мы закрепили. Будем крепить вторую. Смотрите, какой надежный способ крепления. Даже одна петелька хорошо держит ручку. И вот, друзья, я закрепил вторую петельку у нашего подноса, теперь 2 ручки. Как дальше обрабатывать поднос, расскажет Наталья. А теперь мы запатинируем наш поднос. Для этого мне понадобится губка, небольшое количество акриловой краски для радиаторов, я буду использовать белую краску, и подложка, на которую можно эту краску отбивать, излишки краски. Вот такая у меня подложечка от продуктов из магазина. И вот так можно излишки краски на ней отбить. Теперь мы смотрим наши стоечки, по которым мы оплетали, и начинаем выделять с них. То есть стараемся задевать самые выступающие части, для того, чтобы у нас появлялся рельеф дополнительный. Губочка у меня почти сухая. Можно боковой частью губки наши следы растушевывать, для того, чтобы они не были очень резкими и были приглушенными. Если вам кажется, что получилось не ярко, то можно выделить вторым слоем патинирования. Еще более выступающие части пройтись почти сухим уже способом. Теперь патинируем бортики. Немножечко пройдемся по ручкам. Когда мы закончим с внутренней поверхностью подноса, можно переходить к внешней. Здесь мы делаем то же самое. Благодаря патинированию наша плетенка приобретает дополнительный защитный слой и интересную игру цвета. Ну вот, наш поднос полностью запатинирован. Посмотрите, как он преобразился. И теперь нам остается только обработать его матовым бесцветным лаком, и мы можем использовать его на кухне и даже слегка мыть. Спасибо, что вы были вместе с нами, участвовали в нашей работе. Спасибо за теплые отзывы и комментарии. Оставайтесь на нашем канале, вас ждут множество интересных новинок. Всего доброго, до свидания.